Сейчас мы будем ремонтировать кнопку чайника. При нажатии кнопки чайник не включается и не загорается лампочка. Возможные поломки — это расплавилась кнопка или отошли клеммы. Или плохой контакт чайника с платформой, на которую ставим. Разберем. Посмотрим кнопку и клеммы. Откручиваем болт. Приподнимаем верхнюю часть ручки и толкаем вперед. Снимаем с защелок. Снимаем лицевую часть кнопки. Зачастую, если не включается и не горит лампочка, дело в кнопке. Посмотрим ее. Откручиваем болтик. Обратите внимание, не сползли ли клеммы и хорошо ли они зажаты. Это также может быть причиной поломки. Снимаем клеммы. Снимаем верхнюю крышку кнопки. Запомните, как стояла пластина в середине. Тут проблема в верхней крышке. Расплавился кончик, который разжимал контакты при нажатии кнопки. Вот этот. Теперь он не достает, чтобы рассоединить контакты. При нажатии кнопки контакты остаются замкнутыми и чайник не включается. Можно на рынку купить деталь по образцу, стоит примерно 35 гривен. Или можно, как делал я. Я брал паяльник и плавил кончик так, чтобы он выдвинулся вперед. Или можно приплавить еще маленький кусочек пластмасса для удлинения кончика, так чтобы он доставал рассоединять контакты. Но такой способ ненадолго продлит работу чайника, мне хватало на 3 недели, так как я включаю его в среднем 7 раз на день. Вдруг это не клеммы и не кнопка, дело скорее всего в контактах, там где чайник соприкасается с платформой. Там просто нужно подогнуть контакты. В другом своем видео с чайником я эти контакты показывал и подгинал.